Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о сыре моцарелла. Моцарелла – это один из самых популярных итальянских сыров, который завоевал популярность по всему миру. Этот мягкий, молодой рассольный сыр является одним из знаковых ингредиентов итальянской кухни и используется в различных блюдах, начиная от пиццы и заканчивая салатами и сэндвичами. Производство моцареллы – это уникальный процесс, который сочетает в себе традиционные методы и современные технологии. Моцарелла часто готовится из молока буйволиц, что добавляет этому сыру особый вкус и текстуру. В этом видеоролике мы рассмотрим основные этапы производства моцареллы, от выбора молока до окончательной выдержки, а также узнаем, какие факторы влияют на его качество и вкусовые характеристики. До сих пор неизвестно, кто же все-таки привез буйволов в Италию. Одни говорят, что Ганнибал, другие, что арабы, а некоторые верят, что индусы. Считается также, что этот сыр появился в XII веке и изобрели его совершенно случайно. В то время холодильников, как известно, не было. И вот местные жители небольшого города в регионе Кампания хранили молоко в желудке буйволицы в погребе. Однажды они совсем забыли про молоко, а когда вспомнили, то обнаружили сыр в форме шарика с мягкой творожной массой внутри. Со временем сыр распространился и в другие регионы Италии. Сегодня лучшая моцарелла производится в регионе Кампания. Особенно считается, что моцарелла из Казерты и Баттипальи сверх всяких похвал. В начале 20 века Северная Италия начала реформу по осушению болотистой местности, а для буйволов такая среда идеальна. В связи с этим очень сократилось поголовье животных, и крестьяне стали производить моцареллу из обычного коровьего молока. По сравнению с оригинальной, она не такая пряная и жирная, однако адаптируется к большему числу рецептов и стоит дешевле. Сегодня можно встретить моцареллу как из коровьего, так и из буйволиного молока. Правда, моцарелла ди буффало на порядок дороже, поэтому иногда ее еще надо и поискать. Конечно, буйволиное молоко дорогое, но оно в 2 раза жирнее и более ароматное, чем коровье. Оно идеально подходит для моцареллы. Кроме молока, другой отличительной чертой моцареллы является его тягучая текстура. Молоко обрабатывается при определенной температуре. После того, как сыворотка начинает отделяться, содержимое постоянно помешивают и постепенно образовывается тягучая масса паста филата. Термин моцарелла происходит от процедуры, которая означает разрезание вручную, отделение сырной массы и подача на отдельные кусочки, то есть процесс разделения продукта на маленькие шарики. Мастера начинают лепить и резать моцаре сыр, и этот процесс называется моцаттура. Отсюда и название сыра. Процесс не из легких. Сыровары с нежностью и любовью вытягивают сыр, формируя гладкие шарики, ровные, аккуратные. Затем погружают моцареллу в солевой раствор для сохранения ее свежести и мягкости. А теперь перенесемся непосредственно в сыроварню. Моцареллу готовят из свежего молока. Буйволиное молоко поступает на сыроварню 2 раза в день в автоцистерне. Оно немедленно пастеризуется путем кратковременного нагрева до 75 градусов. Качество молока для производства сыра имеет решающее значение. Поэтому сначала производится его анализ на наличие или отсутствие антибиотиков. Особенно важно – это соотношение жиров и белков, содержащихся в молоке. Чем выше содержание жира и белка, тем вкуснее получается сыр. Жирность коровьего молока примерно 43%. Молоко превращают в моцареллу на следующий день после доставки. До этого молоко хранят в больших стальных резервуарах. Работа начинается в 4 часа утра. На производство сыра уходит 7-8 часов. Чтобы произвести 1 кг сыра, сыроделу требуется 8 кг коровьего молока и только 5 кг буйволиного молока. Молоко поступает в чаны емкостью 3500 литров каждый. Изготовление сыра начинается с добавления в молоко при температуре 40 градусов Цельсия сычужного фермента и молочно-кислых заквасок. Их добавляют для того, чтобы молоко свернулось. На весь процесс уходит примерно 4 часа. Уже через 10-20 минут молоко и белки начинают разделяться.
Наиболее питательные части молока затвердевают. Это пока первый шаг ферментации. Получаются жидкая и твердая субстанции. Таким образом, начинается отделение сыворотки от сырной массы. Еще через час массу перемешивают, чтобы ускорить процесс отделения сыворотки. Для производства моцареллы очень важны правильная температура и кислотность, так как это влияет на микробиологический процесс. Именно от него зависит твердость сыра. Из каждого чана получается около 400 кг моцареллы. Затем сырная масса переливается в установку для дозревания, где молочные ферменты продолжают работать. Примерно через 3 часа лактоза превращается в молочную кислоту, важный ингредиент для производства полезной и вкусной моцареллы. В этот период очень важно постоянно следить за уровнем кислотности, чтобы обеспечить правильные условия для созревания сырной массы и получить характерный молочный аромат моцареллы. Но только опыт сыровара и его интуиция помогут правильно определить, когда наступает время продолжить дальнейшую обработку. Прежде всего, необходимо добиться нужных свойств растяжения сырной массы. Они должны быть идеальными. В дальнейшем готовые к переработке куски загружаются в специальную машину для плавления и вытягивания сырной массы. Эти машины спроектированы для непрерывного вытягивания и вымешивания высококачественных и разнообразных сыров группы паста-филата. Процесс вытягивания сырной массы является важным этапом в производстве сыра моцарелла, поскольку он придает сыру его характерную текстуру и упругость. В машине куски мелко нарезаются и смешиваются с водой при температуре 85 градусов Цельсия для получения нужной степени вытяжки. В горячей воде сыр становится эластичным. Все операции делаются под пристальным наблюдением сыродела. Через некоторое время машина начинает выдавать первые шарики сыра моцарелла. И хотя шарики могут иметь разный размер, состав их ингредиентов всегда один и тот же. Это всегда теплая сырная масса, которая помещается в форму для получения моцареллы разных форм и размеров. Для охлаждения сыра используется свежая родниковая вода, полученная из земных недр. Она непосредственно влияет на качество производимых сыров. Сформированные блоки моцареллы проходят через рассол, самый главный ингредиент. Кроме того, готовую моцареллу могут нарезать кубиками или полосками, которые очень удобно использовать при приготовлении пиццы. Тем не менее, моцарелла в форме шариков – самая известная и традиционная форма этого сыра. Такая моцарелла самая популярная в мире. В каждой форме содержатся самые питательные составляющие молока, поэтому каждая порция упаковывается индивидуально, чтобы гарантированно сберечь свежесть продукта. Стандартный размер моцарелла с небольшой апельсин, но есть шарики и мельче, с куриное яйцо – баккончини, с вишню – чильеджини, с горошину – перлини. Небольшие шарики наиболее популярны среди потребителей, так как они более универсальны для различных блюд и они доступны в разных упаковках. Таким образом, их всегда можно легко использовать в блюдах и есть свежими по мере необходимости. Некоторые шарики моцареллы размером с вишню коптят. Процесс копчения достигается путем сжигания натурального бука. Лучший натуральный консервант для моцареллы – это низкая температура. При этом продлевается срок хранения продукта, сохраняются его органолептические и питательные свойства в неизменном виде. Если в нашем видео мы все время говорили о стандартных размерах моцареллы, то оказывается в Италии есть предприятия, производящие сыр моцарелла гигантских размеров. Вес такого сыра может колеблиться от 1 до 30-40 кг. Например, компания Caseificio La Fattoria в Баттипалье, в регионе Кампания на юге Италии, производит свежую моцареллу из буйволиного молока, вес которой может достигать 40 кг.
На молочном заводе компании производят моцареллу самых разных форм и размеров, но ее самая яркая звезда называется зиццона, которая получила свое название от слова на местном диалекте, которое означает «материнская грудь». Зиццона оф Батипалья – это очень большая моцарелла из буйволиного молока. Особенность этого блюда в том, что на вершине моцареллы есть сосок, который напоминает материнскую грудь, потому что из него выделяется молоко. Зиццона изготавливается так, чтобы сырная масса внутри была твердой и крепкой, но при этом оно должно иметь паутинообразную структуру. Это означает, что она должна быть способна удерживать внутри молоко. Это то же самое молоко, которое используется при производстве. Форма зиццоны напоминает женскую грудь, а значительный вес символизирует процветание и изобилие. Это полная противоположность однопорционной маленькой моцарелле. Зиццона создана для того, чтобы ею делились с другими. Ее заказывают на обеды с друзьями, встречи с коллегами, мальчишники, свадьбы и другие мероприятия. При разрезании зиццона теряет достаточное количество жидкости, ее поверхность становится плотнее. Большая моцарелла будет вкуснее, если есть ее на следующий день после приготовления. Волокна сыра расслабляются и не скрипят под зубами, а просоленность становится более однородной. Учитывая ее размер, зиццона изготавливается вручную опытными сыроделами. Ее сырная масса не слишком плотная, но не податливая. Она пористая, чтобы удерживать молоко. Компания Caseificio La Fattoria была основана в 1988 году семьей Параджио в честь древней традиции, зародившейся в 1930 году. В целом на молочном заводе производится более 9 тонн моцареллы в день. Такой сыр ценят за универсальность и эластичную текстуру, и его часто называют королевой средиземноморской кухни, белым золотом или жемчужиной стола. Этапы производства зиццоны аналогичны этапам изготовления обычной моцареллы, но делается все это в большем масштабе. На столе такая зиццона напоминает праздничный торт. С первым надрезом из сыра поступает молоко. Сыр выдерживает свой вес, и кроме того, он должен удерживать молоко. Значит, он сделан правильно. Это благодаря структуре в виде паутины. Самая вкусная зиццона, когда она еще горячая. В это время она очень сочная. А это обрезан тот самый сосок. У компании Caseificio La Fattoria есть ряд ресторанов, где можно отведать блюда, приготовленные с использованием зиццоны. Например, такое блюдо, как килограммовая фаршированная зиццона. Середина моцареллы вырезается, и внутрь помещаются обжаренные ньокки – разновидность итальянской традиционной пасты, напоминающей клецки, сделанной из вареного или обжаренного теста. Все это сверху посыпается пармезаном. Другое блюдо – это чильеджини с использованием буйволиного молока, покрытое фисташками. Оно имеет сливочный и слегка пикантный вкус. Вкус моцареллы можно легко испортить в течение нескольких дней, если ее неправильно хранить. Сыр моцарелла по вкусу напоминает парное молоко, но этот вкус может легко стать горьким и кислым при неправильном хранении. Ее следует хранить максимум 3 дня и ни в коем случае не хранить в холодильнике. Желательно моцареллу есть в тот же день, когда она была приготовлена. В магазинах моцарелла подается в упаковке, наполненной специальным солевым раствором. Благодаря этому раствору продукт не высыхает длительное время и увеличивается срок его хранения. В герметичной упаковке моцарелла может храниться от 14 до 30 дней при плюсовой температуре 1-4 градуса. Вакуумная упаковка увеличивает срок хранения до 60 дней, но зачастую негативно сказывается на вкусе сыра. Как видим, моцарелла играет важную роль в жизни итальянцев, так как она является неотъемлемой частью итальянской кухни. Этот мягкий свежий сыр широко используется в таких популярных блюдах, как пицца,
капреза и паста, что делает его неотъемлемым компонентом итальянской культуры и кулинарии. Моцарелла также является одним из самых популярных и продаваемых сыров в мире, что подчеркивает его значимость как продукта мирового значения. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!